Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов из плагина WooCommerce на платформе WordPress в любую нужную вам систему по Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы из WooCommerce в другие системы. Например, вы сможете отправлять данные по Webhook в нужную вам систему, если у нас с ней еще нет готовой интеграции. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных WooCommerce. Далее необходимо выбрать действие «Принять данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт WooCommerce в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из WooCommerce. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет сайта на WordPress. Далее переходим в настройки плагина WooCommerce. Теперь переходим на вкладку «Дополнительно». На этой вкладке кликаем «Перехватчики» и создаем новый перехватчик. В поле «Имя» вы можете прописать любое произвольное имя, например, по названию системы, в которую планируете передавать данные. Далее необходимо изменить статус на «Активно». В поле «Топик» вам необходимо выбрать действие, при котором будут отправляться данные на Webhook. В данном случае я хочу получать все новые заказы. Поэтому я выбираю действие «Заказ создан». В поле URL доставки вам необходимо вставить скопированную ссылку в системе Apex Drive. В поле «Версия API» выбираем версию 3. После всех настроек кликаем «Сохранить перехватчик». После сохранения в поле «Секрет» пропишется уникальное значение. Его нужно оставить без изменений. После того, как все необходимые настройки произведены, вам необходимо перейти на ваш сайт и сделать тестовый заказ, для того, чтобы он отобразился в системе Apex Drive. После того, как тестовый заказ сделан, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по заказу, который мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных WooCommerce успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Webhook. Далее необходимо выбрать действие «Отправка данных». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook прием в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто оставить как есть. В поле URL для отправки данных вам необходимо указать ссылку, на которую нужно отправлять данные из WooCommerce. Эту ссылку вы можете получить в системе, в которую хотите отправлять данные. Для примера мы сгенерируем эту ссылку в системе Apex Drive. Для этого создадим новую связь, где в качестве системы источника данных будем использовать Webhook, который и сгенерирует нам необходимую ссылку.
После того, как в системе, в которую вы хотите передавать данные, вы получите необходимую ссылку и вставите ее в этом окне, кликаем «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать тип отправки данных, а также заполнить поля параметров, где в названии вам необходимо прописать значение поля. Какое именно это должно быть значение, вы также можете уточнить в системе, в которую планируете передавать данные. Для примера я буду прописывать самые популярные значения. Во втором поле вам необходимо выбрать из списка переменную из WooCommerce, которую вы хотите сопоставить с этим полем. Для того, чтобы появилась еще одна пара полей, кликаем «Добавить». Когда все необходимые названия полей и их значения указаны, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в нужную вам систему по Webhook при каждом новом заказе из WooCommerce. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Webhook». После успешной отправки вам необходимо перейти в систему, в которую вы хотели передавать данные, и проверить результат. Я же проверю результат в той связи, которую я создавал для примера в источнике данных. Как видите, те значения, которые мы отправляли, мы успешно получили по Webhook. Если вас все устраивает, возвращаемся к настройке связи. На этом настройка приема данных Webhook успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. Связь, которую я создавал для примера, можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!